В этом видео хочу поговорить про армию, а точнее про ожидания и реальность. Армия – это то место, где становятся настоящими мужиками. Так можно подумать при просмотре такого видео, где бегают с автоматами, стреляют, выполняют боевые задания. Одним словом, настоящие защитники. Да, я не спорю, есть такие подразделения, которые правда выполняют боевые задания, и ихнюю подготовку пройдет не каждый. Но сейчас я тебе расскажу, как же проходит служба обычного солдата в армии. Подъем в 6 утра, зарядка, перед которой ты еще должен будешь успеть сходить в туалет, так как для этого у тебя есть пару минут. Но ты еще должен будешь найти свои берцы в так называемой сушилке. Короче, ребята, место, где куча берцы, там нужно найти именно свои. И тут ты выбираешь, либо ты в первую очередь бежишь в эту комнату искать свои берцы, либо же бежишь в туалет, чтобы не было такой большой очереди. Ну, короче, чтобы ты, так сказать, успел пописюнькать, потому что очередь потом будет большая, если ты в первую очередь побежишь за берцами. Ну, это лично было так у меня. А у кого по-другому как-то может происходит, пиши в комментариях, будет довольно интересно прочитать. В принципе, ты все даже успеваешь сделать, одеться, так сказать, пописюнькать. Но были, конечно, моменты, что ты выходил на зарядку, и такое чувство, что сейчас твои штаны будут мокрыми. После зарядки начинается уборка, а именно, кто-то бегает с веником, кто-то со шваброй, кто-то вообще с ниткой в руках и все равняет под нее. Но до этого нужно еще застелить свою кровать, а именно сделать кантовку. Что же это такое вообще кантовка? Сейчас объясню. Берешь в руки так называемые кантобойки, ну так они называются, и просто стучишь ими по кровати, по подушке и стараешься сделать форму квадрата, потому что в армии любят все квадратное. Дальше после уборки проходит строевой смотр, проверяют, как ты побрился, покантовался, а самое главное, проверяют твои карманы. Ну, чтобы не было там ничего лишнего, так как у тебя должен быть только хозпакет, в котором находится иголка с ниткой, носовой платок и расческа, которой за весь период службы ты ни разу не воспользуешься, так как ты полностью лысый. Еще у тебя должна быть памятка, короче, так сказать, маленькая книжечка, в которой написаны твои обязанности, и ты их должен знать. И больше ничего у тебя не должно лежать, хотя можно еще пачку сигарет, конечно, если ты куришь. Но вот самое главное, например, обычный телефон нельзя, чтобы у тебя был в кармане. В некоторых случаях приходится сдавать телефоны, и их выдают назад только вечером или же только по выходным. После строевого смотра ведут дальше в столовую на прием пищи, и ты там хаваешь еду богов. Реально, когда хаваешь в армейской столовой, получаешь такой кайф, что не передать даже словами. Так вот, главный вопрос, какие же ты будешь выполнять боевые задания в армии? Ну, могу сказать, выбор у тебя будет большой, например, убить картошку, ну или как тебе такое задание? Отодрать толчок в параше до блеска. Может, конечно, тебе попасться задание простоять с тумбочкой в руках минут так 40. Ну или же в казарме плитку посчитать, сколько там ее количество. Короче, ребята, так можно продолжать очень долго насчет этих боевых заданий. Но если ты какие-то знаешь интересные боевые задания, то пиши их обязательно в комментариях, будет довольно интересно их прочитать. Вот, например, какой же был у меня боевой интересный случай. Меня и еще 5 человек отправили в лес. Ну, за пределы воинской части, и с нами еще был старший, так сказать, следил за нами, чтобы мы никуда не убежали от него. И вот приходим мы в этот лес, и тут я могу с тобой даже поспорить, что ты никогда в жизни не отгадаешь, что ж мы там такого делали в этом лесу. Короче, приезжает машина, вылазят оттуда обычные чуваки, ну, гражданские, так сказать, и достают бензопилу. Ну, нам же командир или наш старший говорит: так, пацаны, все нормально, сейчас они будут пилять лес, а вы будете делать все, что они скажут. Мы ж такие стоим вообще в шоке, потому что колоды, которые лежали на земле, и были они размером как половина тебя, и тебе же надо их взять, отнести в этот грузовик, потом еще закинуть в прицеп. Короче, капец. Мы им даже говорили: пацаны, ну хотя бы поменьше пиляйте колоды, потому что ну реально тяжело. Но получили мы такой ответ: да пацаны, ну вы че, вы же и так справитесь, только немножко сил придется потратить, ничего страшного, все нормально, пацаны, давайте носите. Мы ж такие стоим, смотрим, а отказаться не можем, потому что ну нам как бы приказ дали таскать бревна. Возможно, кто-то скажет: да вы же могли просто отказаться выполнять такие приказы. Но дядя, в армии такое не работает, и если ты будешь отказываться выполнять задания, где-то спорить, то только потом будет хуже, только
только тебе. Ну короче, приехал к нам уже грузовик, закинули мы в течение 2 часов туда все бревна, прицеп был полный. У нас уже отваливались руки, спина, я не знаю, такое чувство было, вроде там все трещит в этой спине. Возможно, кто-то скажет, что-то вы долго таскали эти бревна, я бы справился намного быстрее. Но я не спорю, воин ты еще тот. Но мы не с большим желанием делали такую работу, да и бревна лежали метров так 50 от машины, а то и больше. Да еще же эти бревна тяжелые капец какие, и пилят большими кусками, короче, блин, сложно было. Так еще в конце оказалось, что эти бревна пойдут на продажу, типа какой-то бабушке. И на этом моменте мы вообще охренели, потому что мы просто взяли и поработали на дядю за бесплатно. А этот дядя сейчас отвезет эти бревна, продаст и заработает на этом неплохие, так сказать, деньги. Хотя бы купил бы нам самых дешевых печенюх, и то мы были бы довольны так нормально этими печеньями, а так мы просто получили слова «молодцы, ребята». Хотя, возможно, и грех жаловаться, ну потому что нам же платят армейскую зарплату как бы каждый месяц, а просто обидно то, что мы это делали как бы втихаря и неофициально, просто воровали лес. Чтоб дядя заработал нормальные деньги на этом, а нам просто сказали «молодцы, ребята». И вообще мы на благо Родины воровали деревья в лесу, ну возможно кто-то скажет. Так что, ребята, армия — это такая штука, где ты почувствуешь себя рабом, которым постоянно командуют. И тебе там думать вообще не придется, так как ты будешь просто выполнять приказы. Да, не спорю, немного физической подготовки у тебя появится, и даже пару раз постреляешь с автомата, закрепишь свой боевой характер, но больше всего у тебя появится намного больше злости внутри тебя. Я не говорю, что ты станешь прям каким-то психом, да, но просто в какой-то момент ты сможешь, так сказать, взорваться, и потом уже под твою горячую руку лучше не попадать. Короче, прям чего-то грандиозного от армии можешь не ожидать. Тебя там научат, как веником махать, как правильно маршировать и глупые приказы выполнять. Ну что могу сказать, на это у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, да и про комментарии не забывай.